Друзья, продолжаем работу над сумочкой. Сегодня мы с вами поделаем лямки разного рода. Возможно, успеем сделать ручки. Но не факт, что успеем. Возможно, займемся только лямками. Хорошо. Итак, лямки. Лямки у нас ширина пришивания 3 сантиметра. Значит, делаем прямоугольники, и прямоугольники нам нужны симметричные. Так, они у нас должны быть 3 сантиметра шириной, 25 высотой. Естественно, квадровая сетка, пятерочка. Так, чтобы у меня ничего не поехало внезапно, давайте-ка я все это заморожу. Чтобы нас не смущал цвет, я не буду показывать заморозку. Так. И мы продолжим. Так, это у нас должно быть soft leisure. Leisure. Хорошо. Делаем симметричную нашу ось. Так, конверт. Где тут конверт? Конверт. Да боже ж ты мой. Convert to symmetry axis. Опа, все. Окей, делаем instance pattern, потому что нам нужно 2 таких штучки. И делаем следующее. Add internal... Нет. Offset pattern outline на 0,2. Вернемся назад. Забыла галочку поставить. Offset pattern outline create internal line на 0,2. Окей. Чего делаем? Пришиваем сюда. Так, это у нас располагаем. Так, это расположилось. Хорошо. Повторяем процедуру. Так, М свободным сшиванием сюда. И повторяем процедуру. Да что у меня все время язык переключается? Так, расположили. Дальше низ М. Пришиваем здесь. Хотя, знаете что? Не сюда я буду пришивать. Это имеет на самом деле большое значение. Чтобы было все в порядке. Мы будем пришивать это к донышку. Для начала нам нужно понять. Так. Это у нас вот это. Значит, мы будем пришивать это сюда. Вот так. А это мы будем пришивать вот так. Так. Вроде ничего не напутала. Давайте проверим. Так. Б. Не, напутала. Так, это у нас вот это.
Чего я не туда пришила-то, а? Это сюда? Ага. Странно. Слушайте, по-моему, я это Ага, вот это надо было залочить. А потом уже пришивать. Потому что что-то у меня впечатление, что... Все правильно. Да, нужно было пришивать по-другому. Чего-то я опять туплю. Ну да, все правильно. Так, теперь все правильно. Теперь это сюда. И это сюда. Окей. Теперь все пришито правильно. Только у меня что-то тут этот аватар не там. И еще забыла. На эти штуки нужно сделать вот этот вот пресет. Так, 1,5. Что-то пошло не так. Что происходит вообще? Давайте отморожу. Ну-ка. Ну, 1,5. 25. 22. Да, это я что-то забыла. Кое-что. Так, на 3 сантиметра мы должны вот это сюда отъехать. Так. Trim to outline. И привязка к аутлайну. Да. Я совсем забыла, что мне нужно тут заставить хвостик на то, чтобы тут сделать загиб. Все. Так. Отморозилась. Так, теперь, чтобы не было вот такой вот фигни с коллизией, настраиваем сет саблейры. Это сюда. Это сюда. Опа. Получилось. Давайте еще раз швы проверим. 23,5 на 23,5. Все здесь четко. Все четко. Дальше. Что у нас тут за хвостик получился? Так. Нам нужно вот так вот сделать. И нам нужно... Какого размера? 3,2. Так. 1,6. Add internal isoline. 1,6. Здесь мы будем сейчас сгибать. Так. Значит, чтобы сделать изгиб, нам нужно add internal isoline на 1, нет, на 0,2 double side по 3 штучки с каждой стороны. Теперь выделяем все эджи, делаем их 160 и, допустим, 20.
Ага. Вот тут вот, кстати, надо было не так сделать. Divide at internal point. Теперь выделяем вот эти точки и делаем trim to outline. Все, вот так у нас должно быть. Здесь мы делаем, допустим, 230, отгибаем, realistic fold. И еще раз давайте вот это заморозим, чтобы у нас ничего тут не... Ой, ой-ой-ой. Так, теперь, конечно же, нам нужно спустить шов. Тут, по-моему, тоже. Здесь нужно шов убрать сюда. И здесь сюда. О! Теперь получилось. Теперь мы можем сшивать вот это вот с этим. Так. И здесь то же самое. Все. Получилась у нас петелька. В принципе, тут мы можем сильно не отгибать. Так, давайте отморозим уже. И посмотрим, как оно себя ведет. Вроде бы неплохо. Интересно, если вот это сюда запрячь. А кстати, я поняла. Мы можем лучше настроить с этим жестким пресетом вот этот вот поворот. Сделать его, например, 150. Тогда... Или 145. Да, или вообще 140. Нет, это уже много. Пусть будет 150. Назад вернем. Угу. Тогда у этих тоже, наверное, 150 надо попробовать сделать, а не 160. И, возможно, это как-то получше себя поведет. Ну, хорошо. С этим мы разобрались. Теперь давайте сделаем карманы. Так. Home. Сделаем карманы на вот этой штуке. А эта штука, это у нас вот это. Итак, карман у нас шириной 20 сантиметров. Так. Здесь у нас 23. Значит, с этой стороны мы отложим 3 сантиметра. И я думаю, что вполне себе подойдет. Так, что-то я тут какую-то фигню сделала. Хорошо. Высота кармана у нас 12 сантиметров, а позиционируется он тоже должен позиционироваться. Берем вот этот вот вертекс, поднимаем на 3 сантиметра. Здесь у нас будет карман заканчиваться. И высота его должна быть у нас, по-моему, 12 сантиметров. Окей. Теперь, ну, в принципе, тут не надо. Тут мы делаем так. Merge. Сюда будет пришиваться карман. Здесь мы делаем для клапана.
линию. И поднимем мы ее на сантиметр. И клапан у нас должен быть, по-моему, на сантиметр меньше в ширину. Как-то так. Хорошо. Давайте пришьем карман. Так, карман у нас должен быть за скругленными уголками. Делаем мы это полсантиметра скругления. Супер. Так, а давайте-ка я еще так вот линию проведу. И сейчас мы сможем страссировать. Можем трассировать для себя. Используют этот вот элемент. Мы делаем... надо же выделить с обоих сторон. Делаем trace as pattern. Опа. Все. Мы страссировали себе карман. Квадровая сетка. Так, это что у нас должна быть? Convert to symmetry axis. Так, сеточку нам поменьше на 5. Дальше выделяем вот это вот все. Offset pattern outline 0,2. Create internal line. Галочка стоит. Потому что я хочу пришивать карман не к самому краю, а к... Ну, в общем, вы поняли. Так, теперь берем Free Sewing и пам-парам-пам-пам. Дальше делаем расположение. Опа. И чтобы у нас не конфликтовало ничего, настраиваем саблейры. Так, и это должен быть жесткий кармашек из жесткой ткани. Опа. Супер. Давайте бахнем клапан. Клапан мы сделаем из вот этого же. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, мы помним, что он на сантиметр меньше в длину. Ой, ну да, в ширину, вернее. Дальше. Высота его должна быть 9 сантиметров всего. А у нас 12, да? Значит, нам надо опустить на 3. Так, это у нас клапан. Дальше. Клапан у нас должен пришиваться тоже вот к этой линии, которую мы с вами тут сделали. Но не под... В общем, сейчас увидите, что надо сделать. Вот так вот плоско он не должен быть, потому что это выглядит не совсем естественно. Давайте тоже настроим у него Set Sublayer. Сюда. И сюда. Так, дальше. У всех швов... Ну ладно, это я потом уберу. Значит, что мы делаем с клапаном? Так, точечку вот эту я уберу. И сделаем мы Add Internal is Line 0,2. Так, теперь нам надо Default. Сколько штук? Ну, пусть будет 5, может быть. Так, делаем 160. Вот. И у нас вот такой вот интересный эффект получается. Возможно, нам бы и поменьше сделать. Да, чтобы его немного так вот приподнял. Может быть, Realistic Fold еще сюда можно бахнуть, ну.
Ох, как его пучит. Давай, давай. Наверное, это много. И, наверное, Realistic Fold лучше не делать. Да, вот. Вот оно его. Назад и... А чтобы его так сильно не вспучивало туда, давайте ему сделаем давление -2. Чтобы его немного прижало к карману. Ну, как-то так. Так, с карманом разобрались. Давайте попробуем пришить, сделать кусок ручек. А заодно и вошьем, может быть, успеем вшить еще. Так, да что ж тебя так пучит-то, а? Так, может быть, чтобы нам так все это не пучило, давайте вставим мы давление отрицательное еще сюда, -2, например. Либо, может быть, на карман мягкую кожу поставить. А сюда жесткую. Нет, с жесткой кожей что-то не то происходит. Сюда мягкую. Так. На этих штуках жесткая кожа. На кармане жесткая. На этом, ну, мягкая вполне себе. А, я знаю, что происходит. В общем, вот здесь вот у нас нету... моментик, чуть не забыла. Нам нужно повторить вот эти вот наши изгибы. Add inter... Я ничего не сдвинула. Так, значит, выделяем вот это. Add internal line. Нам нужно 3 штуки. И делаем мы 150, кажется. О! И вот теперь его должно перестать здесь мотать. Потому что он должен повторять вот этот вот изгиб. Ну-ка. 150, да. И сила 20. Так, ну как-то так. Но надо дать поправку на толщину материала. Давайте сделаем не 0,2, а, например, 0,25. Так, add internal isoline 0,25. Так. Теперь делаем 150 и 20 сил. Блин, 0,25 это много. Хорошо. Хотя... Не, много. Тогда 0,22. Add internal isoline. 0,22. Это уже почти 20, 150. О! Уже практически, да. Все, здесь вроде бы устаканилось. Даже вот у этого надо поставить меньше давление отрицательное. Супер. Так, теперь, смотрите, нам вот на этой штуке, вот на этой, эти полоски все не нужны. Поэтому мы что делаем? Берем вот это вот, делаем
Remove Linked Editing. На самих полосочках их удаляем. Вот это тоже. Где тут Remove Linked Editing. Все, они по-прежнему симметричные, но в них нету уже симметрии по вот этим внутренним штукам. И вот это нам, кстати, нужно будет сделать и здесь. Так, где у нас лицевая? Это у нас не лицевая, поэтому выделяем вот это вот все. Нет, не вот это вот. Ой, вот этот вот прямоугольник делаем Remove Linked Editing. И этот прямоугольник мы можем просто удалить. Хотя нам вообще придется отказаться от симметрии для вот этих штук, потому что нам нужно будет делать вырез. Ну, ладно, пока пусть будет. Пока мы с ручками не разобрались, пока пусть будет. Так, нам нужно сделать ручки. А времени у нас осталось... Ничего у нас не осталось. Хорошо, ребят, ручки мы с вами, наверное, попробуем сделать в следующей серии. А сейчас мне почему-то хочется вернуть назад этот изгиб, который был. Пусть он будет 235. Потому что... О, no! Я только что все испортила. Знаете почему? Потому что я убрала симметрию только с одной стороны, а со второй нет. Так, Remove Linked Editing. И только вот после этого можно удалять, чтобы ничего не нарушилось. Да. Так, где я тут? 235. Да. Вот это я хотела сделать. Немножечко отогнуть. Все, ручки будем делать в следующей серии. Пока что подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки. Любые реакции от вас мне важны. Пишите в комментариях, что нравится, что не нравится, что снять. И залетайте в телеграм-канал, у нас там есть тусовочка, мы там общаемся в группе, в чате с телеграм-канала. Можно спросить помощь. Можно много чего там, не знаю, узнать интересного, поделиться своими работами. В общем, жду вас. Ну а пока-пока.